Всем привет! Сегодня мы поговорим об анимации, как о процессе. Научиться хорошо анимировать не так просто, как хотелось бы. Недостаточно знать софт. Для этого еще необходимо понимать, как работает анимация в тех или иных задачах и с той или иной стилистикой. Для начала я бы рекомендовал вам прочитать книгу Ричарда Уильямса «Набор для выживания аниматора». Тут я ничего нового не открыл, так как это на данный момент самое сбалансированное издание о классической анимации. Также нужно усвоить и при необходимости применять 12 принципов анимации. А также посмотреть почти покадрово мульт «Рапунцель» 2010 года от Disney. В нем очень круто проиллюстрированы все принципы анимации. Конечно, есть много других мультов, в которых используются классические принципы анимации. Можно взять любой рисованный мульт Диснея, тут уж как вам нравится. Давайте поговорим о процессе анимации. Вообще есть множество рабочих процессов анимации в Spine. Тут я расскажу некоторые техники, которые я так или иначе использую в своей работе каждый день, а вы уже сами решайте, что для вас подойдет лучше. Первая, на мой взгляд, и самая сложная техника – это техника Straight Ahead. Давайте перейдем в режим анимации. Значит, при такой технике анимируемый объект позиционируется в каждом кадре последовательно от начала до конца анимации. То есть, если вам нужно сделать так, чтобы объект двигался по дуге, то вы будете изменять его положение в каждом следующем кадре так, чтобы в итоге получилась дуга в движении. Но это требует определенных навыков, и вы должны четко понимать тайминги и спейсинги в анимации. Некоторые говорят, что такой вид техники интуитивно понятен, и начинающие аниматоры могут стартовать с такой техникой. Я бы не рекомендовал, так как, на мой взгляд, это заблуждение. Такую технику используют уже профессионалы, которые четко понимают, что они получат в итоге. На практике это выглядит следующим образом. То есть в первом кадре вот у нас нулевой кадр есть, и, допустим, мы хотим сделать так, чтобы наша голова двигалась по дуге, вот так вот. Поэтому мы выставили первый кадр, давайте выставим последний кадр, допустим, за 30 кадров наша голова придет по дуге вот сюда. Выделим наши кадры, выберем степ-кривую, и теперь у нас между кадрами ничего не происходит, только в последнем кадре у нас голова смещается. Теперь переходим на второй кадр и немножко сдвигаем нашу голову. Переходим на третий кадр, еще немножко сдвигаем на четвертый, на пятый, на шестой и так далее. Честно говоря, я могу запутаться и положить нашу голову не туда, куда надо. Допустим, вот сюда. Давайте закроем и посмотрим. Видите, что, по сути, голова у нас сейчас двигается по дуге, но это не самый лучший способ такой анимации. Надо очень четко представлять, что происходит в кадре и как у нас двигается голова относительно прошлого и относительно будущего кадра. Таким образом происходит анимация по технике Straight Ahead. Перейдем к следующей технике анимации. Вторая техника анимации называется Pose to Pose, что в переводе означает от позы к позе. Также она называется блокинг, и это такой стандартный метод начала новой анимации. Для такой техники нужно сначала выставить основные позы анимации, с минимальным учетом времени можно даже каждый кадр. После этого можно скорректировать их время и позы между кадрами. Давайте переключим анимацию на другую анимацию блокинг, я немножко подготовил. Итак, мы выбрали другую анимацию под названием блокинг, которая будет показывать вам, как это все происходит. В блокинге мы выставляем конкретно позы через определенный промежуток времени, неважно какой, то есть по сути мы можем сдвинуть эту анимацию, зажать ее таким образом, чтобы она у нас занимала там условно 9 кадров. И если мы ее включим, то это будет очень быстрое проигрывание анимации. Поэтому я ее чуть-чуть растянул во времени. Это делается следующим образом. Мы выбираем все ключи верхние и растягиваем вот за этот голубой ползунок, насколько нам необходимо. Итак, мы растянули эту анимацию, и мы видим, что в 4, 9, 13, 18 и так далее кадрах выставлены глобальные ключи. То есть это позы нашего скелета, такие ключевые позы. Таким образом, перемещаясь между позами, мы видим, как будет происходить анимация. Это вот и называется блокинг. То есть, выставляя такие позы, мы быстренько делаем такой набросок, и потом уже между этими позами мы делаем дополнительную анимацию, чтобы все происходило плавно и так, как мы хотим. А также выставляем спейсинги, и, собственно, тайминг анимации тоже нужно здесь выставить. Такой подход позволяет в первую очередь сосредоточиться на ключевых позах в анимации. Таким образом, мы можем охватить весь диапазон движений без особых усилий. А если нужно что-то поправить, то это легко сделать. Единственное, что нужно хорошо разбираться в тайминге и спейсинге, чтобы представить недостающие кадры между ключами блокинга. При проигрывании такой анимации можно включить режим Stepped. Если мы перейдем в Playback, мы здесь увидим режим Stepped. Нажимая его и нажимая Play, мы видим, что к ключам в анимации приведена кривая Stepped. То есть без изменения каких-либо кривых в анимации, нажав вот эту вот кнопочку, ко всем кривым в анимации применяется кривая Stepped, вот это. Ну, мы про это поговорим чуть попозже, поэтому не переживайте, если вам ничего не понятно. Я, кстати, немножко ошибся в предыдущем видео, сказав, что выключенная интерполяция не просчитывает значения между ключами. Она работает немножко иначе. Интерполяция не просчитывает дополнительные трансформации именно между кадрами. То есть, когда вы делаете скраббинг по временной шкале, вы просматриваете анимацию без интерполяции. Давайте я увеличу немножко, чтобы было более понятно. Вот у нас идет 0, 1, 2, 3, 4 и так далее кадры. И просматривая анимацию в режиме скраббинга, вы видите, что наша временная шкала передвигается по кадрам. То есть между кадрами она не передвигается. Это значит, что просмотр у нас происходит без интерполяции. Но если мы зажмем клавишу Shift и подтянем за ползунок, то мы будем смотреть с интерполяцией. Это она будет включена у нас в этом случае. И между кадрами мы также видим просчитанные значения ключей промежуточных. Вот если мы здесь на таймлайне включим, допустим, 5 кадров в секунду, то за 1 секунду мы будем видеть только 5 кадров. И давайте посмотрим, как это все происходит с включенной интерполяцией. Я включаю Play, и ползунок временной шкалы пошел между кадрами в том числе. Выключаю интерполяцию, и давайте снова посмотрим. Видите, он двигается прерывисто, только между кадрами. В этом заключается суть интерполяции. Давайте поговорим о следующем подходе к анимации.
Он называется послойный. Такой подход предполагает одновременную работу только с несколькими конкретными деталями, скрывая остальные. Анимация выполняется в несколько подходов, пока не будут анимированы все детали. Например, при первом подходе может быть полезно скрыть большинство дополнительных деталей скелета и сосредоточиться только на туловище и конечности. Для нашей анимации мы скрыли руки и оружие и анимируем только торс, бедра, ноги и голову. После того, как мы сделали анимацию вот этих деталей, мы проходим по второму кругу и добавляем к скелету новые части тела. Таким образом, мы двигаемся от общего к частному. Если включить сейчас анимацию, вы увидите, что наш персонаж двигается вот таким образом. Давайте я поставлю 30 кадров в секунду и включу интерполяцию. Таким образом, мы устраняем отвлекающие факторы и сосредотачиваемся на наиболее важных частях скелета, которые формируют основной посыл анимации, и затем будут диктовать, как анимировать остальные части. Недостатки этого подхода заключаются в том, что он требует глубокого понимания механики тела. Следующий подход в анимации – это комбинированная техника анимации. По сути, это, наверное, сейчас самая используемая техника в моей практике. Например, сначала мы создаем блокинг. Если мы посмотрим на ключи, которые я сделал, то вы видите, здесь остаточные такие линии от блокинга остались. Много ключей пустых. Это вот я делал блокинг в анимации. После этого я использовал принцип straight ahead. Проходил анимацию от начала до конца по прямой несколько раз и каждый раз анимировал с помощью подслойного подхода. То есть сначала самые важные части, постепенно с каждым кругом переходил к более второстепенным частям. Если включить просмотр, то мы увидим, что сейчас анимация у нас выглядит вот следующим образом. То есть я вам не рекомендую использовать какой-то из первых трех подходов к анимации отдельно. Лучше всего, конечно же, комбинировать все эти подходы. Также в этом уроке мы затронем такой инструмент анимации, как кривые. С выходом версии 4 и появлением в ней график-эдитора данный инструмент немного отошел на второй план, но он все же является неотъемлемым в работе с анимацией. Открыть панель с кривыми можно через меню View и выбрав кривые. И вы увидите вот такую вот панель. Только на ней ничего не будет, так как у вас не будет выбраны никакие ключи, возможно. Информация на ней появится, если выбрать любой ключ. Кривые в анимации – это визуализация тайминга и спейсинга между двумя ближайшими ключами. Давайте посмотрим, какие могут быть кривые. У нас есть три типа кривых. Это степпед кривая, вот сейчас она активна. Это линейная кривая. И это кривая Безье. Давайте выберем степпед. Также эти типы кривых дублируются вот в этой панели, если выбран ключ. Если ключ не активен, естественно, никакую кривую вы не сможете установить. Выбираем ключ. Итак, вот как вы видите, здесь такие импровизированные панели кривых. Если вы хотите установить кривую между двумя ключами, то нужно выбрать левый ключ. Вот это у нас левый ключ, это правый. Так как у нас анимация движется на таймлайне слева направо. Выбрав ключ, устанавливаем для него степ-кривую. И от этого ключа к следующему пройдет прерывистая линия горизонтальная в таймлайне. Если запустить анимацию, то мы увидим, что ничего не происходит, вплоть до второго кадра. И как только приходит время второго кадра, происходит трансформация, которая была записана в этом ключе. Далее у нас линейный тип кривой. Давайте я включу кости для линейного типа. Вот здесь они будут отображаться желтенькими. Значит, линейный тип кривой. При таком типе кривой мы увидим горизонтальную линию, соединяющую два ключа на таймлайне. И этот тип означает, что в каждый последующий момент времени объект будет трансформироваться на одинаковое количество единиц, пока не достигнет значений, заданных в правом ключе. То есть это такая равномерная трансформация с постоянной скоростью. Давайте включим и посмотрим, как она происходит. Вы видите, что красные и желтые кости появляются в своих крайних положениях в одно и то же время. Ну и третий вариант – это кривые Безье. Сейчас я их включу, отображение костей. Выбираем ключ. Суть этих кривых в том, что можно менять скорость трансформации объекта между ключами. В данном примере у нас выставлена S-образная кривая. Вот такой тип кривой называется S-образная. И как же по ней двигается шар? Если запустить просмотр анимации, то мы видим, что изначально шар ускоряется, а потом замедляется. Вот смотрите вот на этот шарик. Он начинает ускорение и замедляется. Если посмотреть на желтые и зеленые шарики, то мы видим, что желтый шарик с линейным типом кривой сначала обгоняет наш зеленый шарик, а потом отстает от него. Потому что он двигается с равномерной скоростью. А зеленый шарик сначала ускоряется, а потом затормаживает. Если сделать S-образную кривую более экстремальной, давайте вот сделаем вот так вот и вот так вот, то вы увидите, что произойдет. Сначала шарик будет практически не двигаться, потом быстро переместится и опять практически не двигается. Давайте запустим и посмотрим. Но все вот эти шарики будут приходить в крайнее свое положение в одно и то же время. Также эту S-образную кривую можно как угодно модифицировать. С ней вы можете там поиграться самостоятельно и посмотреть, как это работает. Можно в обратную сторону ее выгнать. Таким образом, вы сможете как-то настроить вашу анимацию так, чтобы она выглядела как вам необходимо. Да и в принципе эти кривые созданы для того, чтобы можно было добавить правдивости в движение персонажей без необходимости выставлять ключи в каждом кадре. На сегодня на этом все. В следующем видео мы поговорим про Mesh. Всем пока!